Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам коллекцию фильмов на физических носителях известного американского и британского режиссера, сценариста и продюсера Кристофера Нолана. Всего у меня в коллекции 8 фильмов данного режиссера, и все их я хочу сегодня вам показать. И первый фильм — это фильм «Мементо», или «Помни». В нашей локализации он имеет два названия. Это не оригинальная обложка, это я просто распечатал, потому что сам фильм представлен у меня в таком вот издании на DVD, который выходил вместе с журналом Computer Bild. Фильм «Помни». То есть он два названия имеет на русском языке. Когда выходило, было «Помни», но сейчас на сайте Кинопоиск, где я смотрел, данное кино имеет название «Мементо». И данный фильм Кристофера Нолана вышел в 2000 году и на сегодняшний день имеет оценку 7,9 на сайте Кинопоиск и 8,4 на сайте IMDb. Такое вот кино. Единственное нашей подборки, которые у меня на DVD. На нашей стране он также выходил и на Blu-ray, но данного издания у меня нет в коллекции. Далее. От «Помни», от «Мемента» переходим к трилогии бэтменовской Нолана. И первый фильм — это фильм «Бэтмен. Начало» Кристофера Нолана, где главную роль Бэтмена исполнил Кристиан Бейл. Такое вот издание от CP Digital. И данное кино Кристофера Нолана вышло в 2005 году и имеет на сегодняшний день оценку 7,9 на Кинопоиске и 8,2 на сайте IMDb. Далее фильм «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, где снимались Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Хит Леджер, Гэри Олдман, Аарон Экхарт, Мэтти Гилленхол и Морган Фриман. Такое вот издание от Universal, двухдисковое, в слипе. Здесь у нас на слипах разные изображения. Здесь у нас Бэтмен, а здесь у нас Хит Леджер в изображении, которого сыграл Хит Леджер, Джокер. Такое вот двухдисковое издание, накатки дисков. Данное кино «Темный рыцарь» вышло в 2008 году. Имеет оценку 8,5 на Кинопоиске и 9,0 на сайте IMDb. И, наконец, третий фильм из этой серии. Это у нас «Темный рыцарь. Возрождение легенды», который у меня представлен вот в таком лентикулярном слипе. В данном фильме снимались Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Гэри Олдман, Энн Хэтэуэй, Том Харди, Марион Котийяр, Джозеф Гордон-Левитт и Морган Фриман. Ради издания от CP Digital. Здесь у нас такое же изображение, как на слипе. Здесь у нас два диска, двухдисковое издание. Помимо самих фильмов, у меня также имеется комикс «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». Именно данный комикс «Бэтмен. Долгий Хэллоуин»
был основным, использовался больше всего при создании данной трилогии, что доказывается предисловием беседы Кристофера Нолана с Дэвидом С. Гойером. То есть это Дэвид С. Гойер — это один из сценаристов этой серии фильмов. И вот здесь идет фрагмент интервью, в котором говорят, что именно данный комикс больше всего вдохновлял при создании данной серии фильмов. «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». И третий фильм «Бэтмен. Возрождение легенды» вышел в 2012 году и получил оценку 8,2 на Кинопоиске и 8,4 на сайте IMDb. Такие вот издания. Далее. Следующее кино. Это фильм «Престиж», в котором снялись Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Кейн и Скарлетт Йоханссон. Такое вот однодисковое издание. Данный фильм «Престиж» вышел в 2006 году и имеет оценку 8,5 на сайтах Кинопоиск и IMDb. То есть одинаковая оценка на обоих сайтах. И помимо фильма у меня также есть оригинальная книга Кристофера Приста «Престиж», по которой был снят фильм. Данная книга очень сильно отличается от фильма. То есть в фильме не показаны события, которые происходят в наши дни. То есть взята только та часть, которая рассказывает про события с данными персонажами. А уже с их потомками режиссер не стал добавлять в свой фильм. Такое вот комбо и книга плюс фильм у меня есть. Далее, следующее кино — это фильм Кристофера Нолана «Начало», в котором снялись Леонардо Ди Каприо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Эллен Пейдж, Том Харди, Киллиан Мерфи, Том Беренджер и Майкл Кейн. Это у нас двухдисковое также издание от CPT Digital. И здесь в дополнительных материалах мне особенно нравится саундтрек, который сделан в формате 5.1, который очень хорошо звучит, если у вас система есть 5.1. И фильм «Начало» вышел в 2010 году, имеет оценку 8,7 на Кинопоиске и 8,8 на сайте IMDb. Далее, следующее кино. Это, конечно же, фильм «Интерстеллар», в котором снялись Мэтью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и Майкл Кейн. Двухдисковое издание с отдельным диском под дополнительные материалы. И фильм «Интерстеллар» вышел в 2014 году. Имеет оценку 8,6 на Кинопоиске и 8,7 на сайте IMDb. Вот такая вот фантастика от Кристофера Нолана. И, наконец, последнее кино, которое выходило на дисках в нашей стране, которое у меня есть, это фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Двухдисковое издание от Приора.
Это у нас фильм про события Второй мировой войны. Дюнкерк. И данное кино вышло в 2017 году. Имеет на сегодняшний день оценку 7,3 на сайте Кинопоиск и 7,8 на сайте IMDb. Фильм «Дюнкерк». Это последний фильм, который в моей стране выходил, в нашей стране на дисках. То есть довода у меня уже нету. И как мы можем видеть, что по оценкам Кристофер Нолан снимает достаточно хорошие фильмы. Из тех фильмов, которые я показал вам сегодня, ни у одного фильма не было оценок меньше 7. Такая вот ситуация. А на этом мое видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. И пока.